Привет, друзья! Сегодня горячие новости. Подпишитесь и поставьте лайк, чтобы ничего не пропустить. В этом выпуске поговорим, что сейчас происходит в войне между США и Ираном, а также увидим эпичные украинские удары по России. А начнем мы с российского террора. 20 человек пострадали при ударе российского дрона по маршрутке в Херсоне. Среди раненых есть 17-летний подросток. 4 человека ранены в результате атаки российского беспилотника на Черниговскую область. 2 человека погибли и 7 пострадали после российского удара по Харькову. 2 человека погибли, 2 ранены в результате российской атаки на Сумскую область. Украинские силы обороны поразили склад шахедов в Донецком аэропорту. Шахеды хранили в новом терминале разрушенного аэропорта имени Прокофьева. Есть раненые и погибшие российские военные. В Брянске украинские ракеты уничтожили стратегический завод. По нему прилетело около 7 ракет. Завод «Кремний-Л» – один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, в том числе для нужд армии. А вот кадры объективного контроля украинских ударов по заводу «Кремний-Л» в Брянске. Генеральный директор тогда еще целого «Кремний-Л» рассказывает, что будет с Россией без завода в Брянске. Мы сегодня вторые в России по объему среди предприятий микроэлектроники. Надо понимать, если мы сегодня нечаянно исчезнем, то целый ряд военных изделий прекратят свое существование. Ну вот, накаркал дед. Теперь на России будут производить только лапти и балалайки. Химический завод «Куйбышев-Азот» атакован и горит в Тольятти, Самарской области, сообщают местные жители. Этот завод – один из ведущих российских химических компаний, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. А вот такого никогда не было еще. Уже более суток Сочи находится под атакой БПЛА. Беспилотную опасность не отменяли со вчерашнего дня, все школы и детские сады сегодня закрыты. Жители оккупированного Мариуполя сообщили о взрывах, пожаре и последующей детонации. В городе поражен склад боеприпасов в районе аэродрома. Но это еще не все хорошие новости. 425-й штурмовой полк ВСУ и другие подразделения сообщили об успешных контрнаступательных действиях и о продвижении своих бойцов на более чем 10 километров на юге Днепропетровской области. Ранее начальник оперативного управления Генштаба ВСУ сообщал, что область практически полностью зачищена от российских солдат. Под их контролем в той или иной мере остаются только 5 населенных пунктов. А тем временем украинские инженеры разрабатывают баллистическую ракету, способную поражать цели в Москве. Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Firepoint Денис Штиллерман заявил, что новая ракета FP-9 сможет легче преодолевать ПВО России благодаря высокой скорости. Она будет готова к испытаниям к началу лета. Дальность ракеты до 900 километров. Также еще одну баллистическую ракету FP-7 скоро испытают на соседях. БЧ у FP-7 должна быть больше, чем у Атакамс, а стоить ракета будет в 2,5 раза меньше, а лететь она будет на 300 километров. Теперь перемещаемся к событиям на Ближнем Востоке. Все идет к развертыванию американских войск в Иране. Сенатор Ричард Блюменталь по итогам закрытого брифинга Комитета Сената по вооруженным силам. У меня осталось больше вопросов, чем ответов, особенно о цене войны. Я буду требовать ответов, потому что американский народ заслуживает знать. Больше всего меня беспокоит угроза американским жизням в связи с потенциальной отправкой наших сыновей и дочерей на землю в Иране. Кажется, мы на пути к развертыванию американских войск на земле в Иране, чтобы решить любые потенциальные цели здесь. Не менее тревожным является и спектр активной российской помощи Ирану, которая ставит в опасность американские жизни. Выглядит так, что Россия буквально помогает нашему врагу, активно и интенсивно, разведкой и, возможно, другими способами. Китай также может помогать Ирану. А в это время командующий Центральным командованием ВСУ США адмирал Брэд Купер рапортует, что с начала кампании в Иране армия США поразила уже более 5000 целей. Это с учетом заявлений армии Израиля говорит о том, что обе армии поразили уже более 10 тысяч целей в ходе операции, а Иран поразил еще 3 судна в Ормузском проливе. Число пораженных кораблей возросло до 14. Также иранские БПЛА поразили резервуары нефтяного терминала в порту Омана. 4 человека ранены в результате падения иранского беспилотника около Дубайского аэропорта. Похоже, Иран не собирается сдаваться, и США придется какое-то время продолжать военные действия. Будем следить за ситуацией. А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До встречи!